Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этим субботним днем вы присоединяетесь к живому общению, к живому эфиру вместе с Полиной Реутовой, оптимисткой в штатском. Полина, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Подписаться на Полину Реутову можно в Телеграм, переходите, интересуйтесь, ссылка в описании, все как обычно, все как всегда. Сегодня обсудим такие очень важные темы, веки, я бы сказал, определенные веки. Значит, не получается, вот много чего не получается у Соединенных Штатов Америки в Иране, и это стало определенным, ну, скажем так, триггером общества. Более того, да, вот давайте честно, потери официальные, ну, уже как бы фиксируют в авиации. Если до этого говорили, да, это там ошибка, да, это там свой-чужой не сработал, кувейтские товарищи, то сейчас кажется, что вообще сама операция — это своеобразный Титаник, который наткнулся на айсберг, ну и потихоньку идет ко дну. Но вот только сколько жизней с собой унесет и какие геополитические изменения принесет, вот же в чем главный вопрос. Что скажете по этому поводу, Полина? И на самом деле, не пора ли Трампу отползать? Так он, может, и рад бы отползти, только как это сделать, потому что он примерно раз в 5 минут заявляет о том, что цели либо уже достигнуты, либо практически достигнуты, что война вот-вот закончится, но у Ирана другой взгляд на эту ситуацию, он постоянно парирует, что ежели вы, дорогие американцы, считаете, что война закончена, то на наш взгляд она еще не закончена, и мы своих целей еще не достигли, поэтому даже если Трамп сейчас выйдет и скажет, мы всех победили, все цели достигнуты, он зачем-то опять говорит о том, что они продолжают, периодически у него прорывается, что они продолжают уничтожение ядерной программы Ирана, хотя он полгода назад сказал, что она уже уничтожена. Тоже не очень понятно, что он имеет в виду в эти моменты. В данном случае, мне кажется, что он, наверное, несколько на иной результат рассчитывал. Скорее всего, был расчет на то, что если они сейчас выкосят верхушку иранскую, режим посыпется, и люди, которые придут на место убитых, они будут более сговорчивые, но, как выясняется на практике, они не то что менее сговорчивые, они еще более ястребы, нежели предыдущие. Предыдущие, по всей видимости, были более нацелены на то, чтобы продолжать какую-то коммуникацию и как-то договариваться. Здесь получился абсолютно обратный эффект, поэтому даже если Трамп, повторюсь, сейчас выйдет и скажет, что война закончена, цели достигнуты, Иран мертв, хотя он уже говорил, что Иран мертв, несколько раз это было произнесено, но мертвый Иран продолжает почему-то наносить удары, поражать технику, инфраструктуру друзей Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и самих Соединенных Штатов тоже. Это касается непосредственным образом. Поэтому здесь уже, как мне представляется, ситуацию определяет не то, чего хочет Трамп. В настоящем случае ситуацию определяет то, что как минимум хочет еще и Иран в этом случае. Если у Ирана другой взгляд на продолжение либо не продолжение этого конфликта, это совершенно не обязательно, что это будет монтироваться со взглядом на ситуацию у Соединенных Штатов, собственно, что мы наблюдаем уже в течение месяца. Так, а чего хочет Иран? Ну вот смотрите, мы в прямом эфире сейчас поступают... Так, Иран уже заявлял свои требования, репарации, раз, выход американских военных баз из региона, два, три, прекращение преследования, ну, де-факто прокси Ирана, таких как Хизбалла, это третье, четвертое, снятие санкций, ну, то есть уже были перечислены те требования, которые Иран, опять-таки, ежедневно на официальном уровне продолжает повторять. Но просто сегодня приходит информация, опять это нет подтверждений пока с иранской стороны, что нового аятоллу уже авиаударом умертвили. То есть уже все, ликвидирован и этот аятолла. Опять-таки, тут возникают вопросы, потому что идет информационная борьба тоже. Но, например, у себя в телеграм-канале вы делились саудовскими, скажем так, фотографиями. Сейчас же как классно, прикольно, да, брать какую-то фотографию прошлого состава КСИР, высшего руководства Ирана и зачеркивать. И вычеркивать, да.
То же самое можно сейчас сделать и с американцами. Хексит вообще чистку затеял, поувольнял всех. С Дрисколом, говорят, у него на ножах отношения. Почему? Потому что ревность. Хексит боится, что его турнут, поэтому как бы подбирает под себя генералов. А Трамп вроде как Дрискол симпатичен Трампу, вот поэтому чувствует как бы конкуренцию. И там тоже на самом деле серьезное сопротивление. Получается, что если там военно-политическое руководство уничтожается в Иране, то в США военное. И сразу, как результат, видите, военные потери. Один самолет, второй самолет, и еще там два неподтвержденных. И спецоперация наземная у США, ну давайте, де-факто началась. Потому что сообщили о высадке спецуры, которая ищет одного из летчиков, одного спасли, второго ищут. Ну, в данном случае, касательно Хексета, у меня складывается впечатление, что он не слишком психически устойчивый товарищ. И судя по надписям на его теле, в том числе, которые активно обсуждались, и по его риторике, там немножко шифер течет. У меня складывается такое впечатление. Но с учетом того, что сейчас исполняют американцы, в том числе в рамках этой военной кампании, в принципе, неудивительно в данном случае. Война, какая бы она ни была спланированная, или там ограниченная военная операция, она неизбежно несет потери. Неизбежно. Даже если эти потери минимальные, но они неизбежны. В настоящем случае это гигантский, конечно, репутационный урон для Соединенных Штатов. И в случае, если эта информация будет стремительно распространяться касательно потерь, а она будет еще и увеличиваться, даже если это не будет соответствовать действительности, Иран, на мой взгляд, очень неплохо в информационку сейчас действует, с юмором, талантливо. И Иран сделает все, чтобы эти потери в обществе гиперболизировать, чтобы это распространилось максимально активно по всему миру. И, естественно, это будет оказывать прямое влияние на то, как на эту войну глядит американское население. Да, если помните, недавно было обнаружено, что более 10 лет были спящие аккаунты в каких-то гигантских количествах иранские, и как только началась военная операция, вот это уже вторая, не 12-дневная, а вторая военная операция против Ирана, эти аккаунты резко проснулись и начали топить за Иран против Израиля и против Соединенных Штатов в Твиттер. И они там нагенерили какое-то гигантское количество контента с кучей просмотров. То есть в когнитивную войну они очень даже и умеют. И в данном случае мы живем в такую эпоху, когда подлинные потери зачастую не имеют такого гигантского значения, гораздо важнее, кому больше поверят Кто? касательно общества. Вот давайте тут разбираться, потому что тут очень важно, кто. Мне кажется, что вот события в Украине, они во многом предвосхитили вот сейчас такой характер войн, потому что мы тогда, ну, невольно, да, так уж получилось, стали свидетелями и мемов, и легенд, и мифов, и каких-то, ну, абсолютно таких песенки слагали, да, про Ваньку и пакет, помните, с украинской стороны? Призрак Киева летал, метки рисовали. Байрактар. Байрактар обязательно, да, и именем Байрактар называли детей. Да. Сейчас мы видим, как это все на фоне иранской войны становится как-то вот преподносится совершенно по-другому. Хотя тут, если вот так вот разобраться, то все равно видно, что спецоперация Путина и спецоперация Трампа отличаются. Отличаются существенно. Соответственно, и приемы вроде одни и те же, но выхлоп другой, не находите? Но отличаются они неизбежно, потому что Соединенные Штаты с Ираном не граничат, а мы с Украиной непосредственно граничим, у нас гигантская общая граница. То есть здесь заведомо иной характер наступательных боевых действий. Это во-первых. Во-вторых, быть может, Трампу и хотелось бы, чтобы было некоторое сходство в части возможности осуществить наземную операцию. Для этого подбивался Азербайджан, как мы знаем, да, и соседние прилежащие, так сказать, регионы. Но пока успеха не достигли. Да. Курды тоже не захотели в это вписываться. Плюс гигантская роль Эрдогана
Там, если уж говорим про байрактары, сейчас не очень, чтобы удобно, да, в Украине байрактарами называть деток. С учетом того, на чьей стороне сейчас Эрдоган выступает, а он выступает не на стороне вот этой коалиции Эпштейна, как их метко иранцы назвали, а он на другой стороне, он против Израиля и против Соединенных Штатов в данном случае тоже. Поэтому здесь, может быть, и хотел бы действительно Трамп, но тут тема ограничена ресурсными возможностями, и все-таки сравнивать здесь не очень релевантно, потому что либо непосредственные сильные прокси, либо сами Соединенные Штаты в данном случае с Ираном не граничат, и рельеф там гораздо более сложный тоже. Полина, но тут, когда мы пытаемся, вот если переходить к Украине, то пытаемся вообще понять, а есть ли перспективы, условно, а, начавшейся длительной войны в Иране к скорому завершению в Украине? Мы видим, что по заявлениям это абсолютно не читается. Более того, массированный налет по Украине, ответы или удары там по заводам по территории России только нарастают. И это уже, ну, к этому уже, собственно, и привыкли. Ну, вот в Тольятти ударили по двум химзаводам, ну и ударили. А вот что здесь? А вот выносится Полтавская область там с совершенно разными тоже предприятиями. А вот ударили по комбинату, а здесь ударили еще куда-то. То есть мы входим в такую фазу, когда, в принципе, это как бы не играет никакой роли. Фронт. Там сейчас приходят сообщения, что ВСУ на двух участках запорожского направления потеснили войска Российской Федерации. Как бы насколько далеко, насколько сложно сказать, но сам факт. Потеснили, потеснили. Все, как бы фронт тоже не имеет значения. Что тогда имеет значение в завершении войны? Вот что, если не фронт, если не удары, то мы же тут видим тоже отражение Ирана. Они же говорят, мы разбомбили все. Вчера все кричали мост, вот этот, который соединяет Иран. Сегодня поехали журналисты, западные в том числе, посмотрели, говорят, не, ну мост разбомбили, да, да, серьезный мост, самый большой мост, но он не был в эксплуатации, поэтому как бы Да, картинка... он не был достроен Ну, картинка еще. классная, новость потужная. А по факту что? Вот точно так же и здесь, да, там ударили по Алчевскому медкомбинату в Луганской области, ну там ЛНР, да, которая сейчас, ну, в Алчевске, ударили, все вывели из строя, ура, радости, радости на 30 секунд, ну а дальше что? Это не влияет никак, почему? Не, фронт влияет, и в первую очередь просто мы сейчас по-другому воспринимаем ситуацию. В эпоху ярких, когнитивных, опять-таки, спецопераций. Если вот взять в качестве примера, ну, скажем, Великую Отечественную войну, например, если бы тогда был интернет, и то Вермахт до последнего рассказывал, что перемога вот-вот настанет уже в марте 1945 года. И все еще рассказывали, что германская армия не то что обороняется, а продолжает чуть ли не наступательные действия. И даже если немецкую прессу почитать того времени, и то это интернета тогда не было. А сейчас есть интернет, и несмотря на стремление начальства и нашего, в том числе, мы это сейчас ярко видим, на украинского уж тем более, и на Западе, и везде, выдавать желаемое за действительное и приводить ситуации, которых нет, тем не меньше, ключевые все события будут разворачиваться именно на поле боя, и это происходит. Просто другой вопрос, как мы это воспринимаем через призму того, какую информацию мы получаем из доступных нам источников. Это две большие разницы. Да, совершенно не обязательно то, что гуляет в прессе и является мейнстримом, происходит в действительности. Но мы-то смотрим на ситуацию через призму того, что мы в прессе видим.
Вот в чем дело. Даже не на уровне заявлений и даже не на уровне, может быть, каких-то кулуарных пока договоренностей, поскольку мы, пока не видим результата, пока не знаем их содержания в случае, если они имеют место быть на сегодняшний день. А я думаю, что все-таки имеют место быть. А Поэтому не кулуарные договоренности соглашусь. между кем и кем вы сейчас имеете в виду? Да, происходят же все равно контакты э, между рабочими группами. Американцы продолжают принимать в этом активное участие. В принципе, это не скрывается. Да, они заняты на Ближнем Востоке, но есть рабочие группы, которые сформированы. И еще до встречи в Анкоридже они были сформированы, и контакты продолжаются и с российской стороной, и с украинской стороной, и украинская сторона периодически то в Соединенные Штаты визитируется, то созванивается, самопровозглашенный даже Зеленский тоже созванивается регулярно с командами Трампа, причем с самыми его приближенными лицами. И эти люди тоже с нами коммуницируют. То есть коммуникация, она постоянно происходит. И судя по сегодняшним заявлениям, да, наверное, о каком-то прогрессе говорить не приходится, информационная повестка другими событиями занята, но тем не менее результат любой военной кампании, пока по-другому еще не было никогда в человеческой истории, он определяется именно результатами на Земле, то есть то, что было военным путем достигнуто. И я не думаю, что наш конфликт текущий, он будет отличаться в этом смысле каким-то образом. По поводу коммуникации. Сегодня Зеленский у Эрдогана отправился к ним. Я так понимаю, Стамбул-3 у нас намечается. Ну, потому что там же выбрали площадку ближневосточную, но она отвалилась сама по себе с приходом Трампа. И, соответственно, я так понимаю, будет Стамбул-3. А с чем подходят стороны к Стамбулу-3? К текущим реалиям раз, два, у российской стороны прозвучал из уст российской стороны ультиматум. Этого давно не было. Более, так сказать, жесткий, что у вас есть 2 месяца для того, чтобы освободить от своего присутствия Донецкую область. После этого будет продолжаться какая-то коммуникация в сторону мирного урегулирования. Вероятно, на этой позиции будут стоять. Украинская сторона будет стоять на той позиции, на которой стоит. Ну, правда, уже не границы 91 года, но уже, дескать, стоим там, где стоим, и отсюда отталкиваемся, но с неизбежностью, как говорится, как день сменяет ночь, если вот на таких позициях будет завершен конфликт, он неизбежно будет в замороженной фазе, и любая искра может стать предпосылкой для того, чтобы он вспых вновь. Поэтому российская сторона, конечно, в этом не заинтересована. Будут вот эти параметры обговариваться. Но на уровне риторики, на уровне того, что мы, опять-таки, в прессе читаем, и учитывая то, что если там Луганская Народная Республика уже освобождена официально, то Донецкая Народная Республика пока еще отчасти находится под контролем украинской стороны. Для России это определяющий фактор в том числе. И пока вот эта ситуация не будет разрешена конкретно, я думаю, что будет так или иначе вся эта история продолжаться. Ну, вам же сразу Плюс зададут вопрос, а где Запорожье, а и где Херсон? мы делаем вывод из тех заявлений, которые есть. Да? Было же заявлено конкретно про Донецкую Народную Республику. А почему Одно конкретно не это заявляют о том, что включили в Конституцию? Или это как? Это, знаете, вот мне так нравятся вот эти сериалы, их очень много, причем западные, там, российские, они так вот оставляют чувство недосказанности, что был второй сезон. Вы серьезно думаете, что будет второй я, сезон? я риторически могу сказать, как это будет звучать, ну, как мне кажется. И это будет правдой, кстати. То, что российская сторона, она стремится сохранить как можно больше жизней и своих солдат, и даже украинских солдат, и местного населения, и будет пробовать регулировать этот вопрос политико-дипломатическим путем. А именно Донецкая Народная Республика, насколько я могу судить, и исходя из того, что эксперты говорят по данному поводу, важно иметь полный контроль над ней для того, чтобы не было проблем с водой, в первую очередь.
Вот. Пока она под контролем в Славянск-Краматорск, это агломерация, пока она под контролем украинской стороны, в Донецке будут проблемы с водой. Вот и вся история. А ключевой объект, если говорить о Запорожской области, Запорожская атомная электростанция, она уже под контролем России. И агломерация к ней прилегающая, она тоже уже под контролем России. То есть это ключевой объект. А Херсонская область, ну там все сложнее, потому что там непосредственно с Антоновским мостом, как мы знаем, проблема понтонной переправы и форсирование успешное в ходе этой войны водных преград серьезных пока продемонстрировано не было. То есть здесь вероятнее всего на данном этапе российская сторона не считает целесообразным проводить конкретно вот эту операцию и сосредоточила свои усилия на более насущных вещах. Я думаю, что риторически это будет так объясняться. Но я не являюсь генштабом, у меня нет доступа к данным в генштабе, поэтому наверняка ответить на этот вопрос я не могу. Полина, зачем Россия прикрывает интернет? Смотрите, здесь несколько версий, может быть. Версия первая. Возможно, идет опасение касательно того, что может усиливаться некоторая протестная активность для того, чтобы купировать вот эту ситуацию, а всякая протестная активность в наше время, она координируется через интернет. Да? И если мы возьмем тот же пример, наиболее свежий, яркий, как это происходило в Республике Беларусь, допустим, в 2020 году все видели, что основная ситуация была сосредоточена на вот этой на нехте, нехта, вот эта история, где Протасевич рулил. Как выяснилось потом по заявлениям белорусской же стороны, что это агент был, агент. Вот, пресекли эту ситуацию. Это первый вариант. Второй вариант. Здесь иногда у меня складывается впечатление, это мое оценочное суждение, что люди, которые принимают решения, они в этой части специально как будто провоцируют определенную группу лиц, которая будет и уже этим активно занимается, спекулировать на вот этих запретах и раскачивать, опять-таки, протестную активность. Но это уже какая-то вражеская деятельность, как мне кажется, в данном случае. Потому что я пытаюсь максимально объективно абстрагироваться от своего взгляда и своих эмоций на происходящее. Так мы же у вас спрашиваем, Полина, почему вы? Ну, Вот. смотрите, мы сейчас вот в прямом эфире... Вот там... Я считаю, что это ошибочно, что это вредит, что ни к чему хорошему это не приведет, и вместо того, чтобы закрывать площадь, лучше сделать фейс-контроль на площади и не пускать туда всяких гопников, вместо того, чтобы площадь полностью закрывать, потому что ну, это такая аналогия, метафора в тему. Смотрите, я против. Мы еще в прямом эфире один сейчас. момент. Про запрещенный интернет, Саша, один момент важный. Роскомнадзор, наше ведомство, которое непосредственно все блокирует, оно свое присутствие в заблокированном им же Telegram сохраняет. Из чего я делаю вывод, что моя деятельность в заблокированном Telegram легальна, потому что как я могу, значит, не брать пример с нашего любимого ведомства? И тем более, и как я еще буду читать посты Роскомнадзора в Telegram, не обходя блокировки, которые сам Роскомнадзор и учинил. Ну, это да, это, конечно, интересная история. Вот тут пишут, кто, Да. люди пишут в прямом эфире, в чате трансляции, кто, никто, пишем через домофон, никто не прикрыл интернет, другие пишут это, чтобы как бы террористической деятельности не было. В общем, живо обсуждают, потому что некоторые пишут, а у нас свободно есть, как бы работает час Телеграм. Друзья, вот вы пишете, проголосуйте, пожалуйста, в вопросе сегодняшнего эфира, мы в конце подведем итоги, и я как бы с Полиной подведем результат, итоги, да, результат этого опроса, кто капитулирует раньше. Иран
6, скажем так, пока что 6%, Россия 7%, 40 США и Украина 47%. Давайте, изменится, не изменится процентаж, голосуйте, в конце эфира подведем итоги. Поэтому милости просим в чате трансляции. Я вас сразу ознакомил, да, с итогами. Интересно в динамике посмотреть. Ну, по поводу слова «капитулирует», тут тоже, как вы его понимаете, вы конкретно понимаете это слово «капитулирует». Дуров сегодня говорит, что будем сопротивляться. Телега сопротивления. Она скрипит, но едет. Говорит, Роскомнадзор, мы, значит, будем еще более усиленно работать. И сравнил как раз Россию с Ираном, потому что в Иране прикрыли, но всеми пользуются, ну, именно этими благами телеграм-дуровской цивилизации и инновации. Вызов Дурова брошен. Ответит, что, первый раз? Ответит, что Россия, российская. Саш, да это ж не первый раз, у нас это уже все было. У нас в 2018 году Таганский районный суд города-героя Москвы официально заблокировал Телеграм в России. Официально. И это судебное решение до сего дня не отменено. А сняты были ограничения внесудебного решения регулирующими органами, по-моему, то ли в 2020 в конце, то ли в 2021. Ну, как раз когда ковидла уже была, уже были ковидные ограничения, вот тогда номинально ограничения сняты были. Но и судебное решение от 2018 года, оно еще действует, оно в силе. А на протяжении всего этого времени, пока Telegram как бы номинально был заблокирован, тогда еще в первые этапы этой блокировки, все продолжали там вести активнейшую деятельность. Все информационные агентства федеральные, государственные средства массовой информации, чиновники, главы регионов, все там сидели. Сейчас происходит ровно то же самое. И насчет Дурова, я бы на месте Дурова нашла бы способ, как бы Роскомнадзор бы забанить, вот чтобы только Роскомнадзор сам в свой телеграм-канал не смог заходить. Вот это было бы красиво и интересно. Вот это было бы смешно. А все остальные, они как заходили, так и могут, понимаете? Ну а как на это еще реагировать? Министерство обороны продолжает вести телеграм-канал. Продолжает. ТАСС продолжает. РТ продолжает. Соловьев Лайв продолжает. Все продолжают дальше сохранять свое присутствие в телеге. Из чего мы делаем вывод, что это присутствие, наверное, все-таки важно сохранять, потому что это не только на внутреннюю, в данном случае, в первую очередь, уже фактически на внешнюю аудиторию работа, которую данные блокировки не коснулись. Это, во-первых. Во-вторых, по официальным данным, 60% взрослого населения в России сейчас освоили VPN. На фоне вот этой всей чехарды. Чему обучает государство людей в данном случае? Не тому, что не надо куда-то заходить, а тому, что заходить туда надо дальше, но находить способы, как эти блокировки обойти. Но если сам Роскомнадзор собственные блокировки обходит и успешно ведет телеграм-канал. Я бы поняла, если бы последовательная была позиция. Что официальные ведомства, государственные эти самые, средства массовой информации, федеральные информационные агентства, чиновники, депутаты, Кремль, администрация, официальный канал продолжает вестись в Телеграм. Ну кто мы такие, чтобы пропускать такой важный контент? Мы тоже продолжаем сохранять там свое присутствие. Все в МАХ-то они перешли, но в телеге-то они остались. Послушайте, ну это же ну, явно какой-то разведпризнак чего-то большего. Ну, условно, да. Похабное завершение войны, потому что выйдут и скажут, а елки-палки, а что там тут воевали с украинцами, с Украиной? Это один из вариантов, ну, да. Я давно это предсказываю, что будут эту тему качать, потому что абсолютно все итогами завершения войны довольны не будут. И еще раз подчеркиваю, да, если мы, несмотря на то, что там конкретно были определены цели, там, демилитаризация, денацификация, дальше гуманитарные требования касательно там русского языка, Украинской православной церкви, это уже все опционально. Ну, глобально, да, требование такое, что украинский режим должен быть
должен перестать представлять угрозу для России. И фактически пока украинский режим в том или ином виде находится под западной зоной влияния, это фактор риска для нас. И в такой ситуации, значит, как мне представляется, эта тема не изменилась. Я это так вижу. Боевые действия завершены не будут, пока вот эта угроза не будет купирована. Но если мы, несмотря на одновременно и конкретные, одновременно максимально размытые требования к 10 людям на улице подойдем и увидим, что они полагают победы, мы получим 10 разных ответов. Для кого-то победа – это то, что мы берем полностью ДНР. Для кого-то победа – это то, что мы берем все левобережье. Для кого-то победа – это то, что мы берем Одессу, Николаев, Харьков. Для кого-то победа – это обязательно Киев, а для кого-то победа – это исключительно до польской границы и ни шагу назад. У всех разный взгляд на эту ситуацию. И на вот этом разночтении можно очень легко спекулировать. И сейчас я наблюдаю очень активную деятельность определенной группы граждан с гигантской аудиторией в Телеграм, которая сейчас пустилась в лютейшую оппозиционность. Многих из них сейчас, от чего они особенно озлоблены, они сидели на госбабках, сейчас их с этих дотаций сняли. Они примкнули к той сеточке, которая была аффилирована с вагнерами, и сейчас они начали, кстати, им государство подкидывают для этого очень много поводов вот с этими блокировками, они на этом активно спекулируют, они сейчас начали крайне оппозиционную деятельность вести, крайне оппозиционную, что телеканал «Дождь», или «Слякоть», как его некоторые называют, может просто позавидовать. Такая антиправительственная, такой антиправительственный конгломерат вырастает, что ого-го-го-го. И теми действиями, которые предпринимает российское государство в части ограничений пользователей, в части ограничений доступа к интернету, а мы так или иначе живем все равно в информационном поле, и в первую очередь на основании того, что мы видим в информационном поле, мы определенные выводы делаем, да, мнение свое складываем касательно тех или иных ситуаций. Здесь я поэтому и уже ранее говорила, у меня иногда складывается впечатление, что это делается специально, это уже какая-то порой диверсионную деятельность напоминает, потому что это искушает людей, особенно кого сейчас с госбабок сняли, там прям раньше такие были все там за правительство, за Путина, за Россию, а сейчас у них все посты про то, какое у нас ужасное правительство, и так далее, да, вот и сейчас, ну, потому что из госденег сняли, они стали очень оппозиционны сразу. И они же искушают, государство искушает вот этих вот людей, дает им, подкидывает кучу поводов для того, чтобы вот эту тему качать. И вот это сейчас происходит у нас прямо сейчас, и хотя бы в этой части, мне кажется, что деятельность очень вредна. Вот и все. А если будет действительно ситуация... Ну, пока я это не вижу на самом деле, но в случае, если будет там какой-то этап прекращения боевых действий, там временный или уже окончательный, так или иначе, так это будет новый роскошный повод. Но проблема, знаете, в чем? Сверху мы уже дали статистику. 60% взрослого населения освоили VPN. Блокируете вы, не блокируете. Народ уже обучился обходить эти блокировки. А с учетом того, что эти блокировки вводились постепенно, это знаете, как деток учат читать? Их же сначала учат буковкам, правильно? Потом складываем их в слова, потом в предложения. То же самое и здесь. Нам постепенно отрубали один, второй, третий, четвертый ресурс. Постепенно ужесточали эти ограничения, усовершенствовали вот эти ограничения, ввели белые списки. Вот люди постепенно и учатся вместе с государством обходить эти блокировки. И, как мне представляется, не слишком, чтобы это эффективно, понимаете? И если там в том же Махе, условно говоря, государство, если посчитает какой-то канал, ну, не отвечающим веяниям времени, да, они его могут оттуда удалить, но из телеги-то не удалят. Вот и вся история. Поэтому, если бы даже
по советской даже модели, находили способ это одиозное пропагандистское радио Сволот слушать. Блокируй, не блокируй, находили способ, и чем сильнее вы блокируете что-то, тем больше вы искушаете людей эти блокировки обходить, потому что запретный плод сладок. Если что-то блокируется, значит, уже на подкорке человек инстинктивно это полагает как нечто ценное. Вы сами ценность этого повышаете. Потому что если что-то в доступе, в открытом, это не имеет столь высокой ценности. А если к чему-то доступ так сказать, ограничивается, да, и это становится чем-то элитарным, так или иначе, потому что надо там ряд усилий предпринять, чтобы восстановить доступ к привычным сервисам тем же самым. Так вы сами поднимаете цену Смотрите, всего ну того, понятно, что вы блокируете. запретный плод сладок, однако много сейчас в последнее время критики в адрес объективной критики. Не только те, которые там, потому что у них там сняли с госфинансирования. Люди сами видят и смотрят, и наблюдают о том, как летит по заводам, как летит по услуге, добивают эту услугу, как видят все, как воюется, да, собственно, что условно Кремль без зуб в отношении там, руководства Украины, в отношении войны, каких-то решений по этой войне. Наоборот, все засушивают эту историю. То есть выходит Матвиенко, украинка же тоже, да, выходит, говорит, ой, то есть мы не можем так воевать, потому что мы там не такие, как США и Израиль, или там по поводу Хамаса, или по поводу Ирана. Мы так не можем. Выходит Картополов, говорит, да Зеленский нам нужен, вы что? И вот это только за последние дни. Я просто хочу, чтобы люди правильно поняли. Значит, они выходят и вот это говорят. У них берут интервью, комментарий, потому что есть запрос. Потому что, нет, по соцопросам россияне, конечно, большинство за мир, да? Ну, но есть запрос непонимания, потому что доносится до них вот эта информация, они говорят, елки-палки, а что ж такое, а что же мы, а мы ничего, и потом уже только после этого выходят эти спикеры, которых я упомянул и которых не упомянул, и говорят, что нет, к сожалению. Сладков, который выходит, говорит, да мы не можем физически уничтожить Зеленского, потому что мы не способны. Ну, не способны. То есть у нас нет таких возможностей. И этот, как бы, его умозаключение, да, тоже все как бы тиражируют, прозревают, говорят, ничего себе, 5-й год войны шел, и вот такие откровения. Нужны какие-то реальные ответы, понимаете? А реальных ответов на то, почему все идет, как идет, у российской власти, российскому народу нет. Потому что есть некий какой-то дух анкориджа, который мало кто видел. И вот смотрите, сейчас НАТО разваливается, да, там США копытом бьет по отношению к своим партнерам. Это вроде как тоже геополитически выгодно Кремлю. И понятное дело, что есть там нормальная стратегия не дергаться лишний раз, да, а идти по заготовленному плану. То есть вызов атаки со стороны территории НАТО — это серьезный вызов, нужно провести серьезное мероприятие, чтобы к нему подготовиться, ну и так далее, и так далее. Но люди-то требуют здесь и сейчас, а здесь и сейчас им вот такие несуразные заявления подсовывают на официальном уровне, апеллирующие к каким-то нормам морали на войне, в которой, я еще раз подчеркиваю, нет морали, где люди, близкие, родственники убивают друг друга, в плане там два близких народа, убивают друг друга и масштабируют потери. Нет, здесь выглядит именно так. И в российском обществе сейчас очень популярен вопрос, особенно глядя на Иран. И идет восхищение действием Ирана. И у меня действия Ирана вызывают восхищение. И я не одна такая, нас очень много, это действительно популярная тема. Есть вопросы, почему Иран вот таким манером действует напрямую прям, да? И даже Соединенные Штаты, которые мы все осуждаем, не принимаем, просто берут, выкашивают верхушку и ничего. А мы выходим и говорим, что мы не такие. Ну, то, что мы не такие, оно понятно. Но от этого не легче. И у людей действительно есть такие вопросы, и действительно это выглядит довольно несуразно. Как на это ответить и какова причина?
а, то ли у вас, Павел Щелин, то ли в другом эфире, не помню, мне очень понравилось, почему американские журналисты были сильно удивлены в ходе беседы с министром иностранных дел Ирана на американском зомбоящике, когда ему задали вопрос, а почему вы уничтожаете наши базы? Он ответил, наверное, потому что вы оттуда нас бомбите. И у них были глаза квадратные, они не могли понять, как такое возможно. То есть, если чего-то не делается, это заведомо воспринимается, сейчас я объясню, к чему веду. Если чего-то не делается и чего-то не происходит, то не потому, что мы не хотим этого делать, а потому что не можем. Вот такое на подкорке лежит. Поэтому американцы и удивлялись. Всю дорогу Иран так не поступал, значит, не мог. А сейчас поступает, и у них дебет с кредитом не сходится, а как же так? А почему они это делают? Если они раньше этого не делали, у них сразу как на подкорке, значит, не могут. А выяснилось, что могут. У нас это также воспринимается. То, что как люди это видят, выкашивание того же военно-политического руководства Украины. Хотя, с моей точки зрения, это ничего как раз не поменяет на самом деле. И даже Ну, если подождите, Украина не Иран, Полина. Нет, я согласна. Ну, Украина хотя, с не другой Иран. стороны, нет, это безусловно. Просто центры принятия решений они не в Киеве находятся. Вот в чем дело. Я в этом смысле. То у нас есть запрос ударов по центру принятия решений туда за Ла-Манш. Как бы, Не, да, подождите. два Посейдона и понизить рейтинг Темзы сантиметров на 30. Этот запрос давно есть. Другой вопрос, что это может быть, так скажем, некоторые последствия могут у нас наступить, неконвенциональные. Это я тоже допускаю. Просто если вот эти... Можно найти оправдание любому бездействию на самом деле. И эти оправдания могут быть очень даже релевантны. Но то, как это объясняют у нас сейчас на официальном уровне, оно доверия не вызывает. Даже если это и правда. Вот в чем дело. И поэтому, особенно глядя на Иран, конечно, у людей вызывают вопросы эта ситуация. Почему за 5 лет этого чмошника до сих пор никуда не дели? Хотя, опять-таки, с моей точки зрения, это особо ничего не поменяет. Но, тем не менее, такой запрос есть. Тут, знаете, как говорится, даже, наверное, больше зрелищ хочется, чем какого-то, так сказать, очень многие хотят посмотреть на то, как снесен в пылюку правительственный квартал в Киеве, хотя это тоже на самом деле особо ни на что не повлияет. Но картинка будет красивая, у людей есть такой запрос. Но вот этого вот нет. И, как сказать... Мне кажется, здесь проблема именно в риторической части, что у нас начальство не может доходчиво и так, чтобы люди поверили, не вот этими какими-то там олдскульными методами с опорой на мораль, которые, как вы верно подметили, оно уже не работает давно. Не работает уже давным-давно. Да? Надо как-то... Ну, диалог застопорился с обществом, А какая застопорился стратегия? диалог. Ну вот вы видите, можете Так а я ж откуда? прочитать Так а я ж стратегию, откуда знаю? стратегию Кремля. Стратегия длинной войны с минимизацией жертв. С последующей сменой режима на такой режим, который не будет нам враждебен. И не Вот. трогать режим. Так центры принятия решений не в Киеве сидят. Вот в чем дело. Ну, выкосят Зелебобика, поставить другого кадра. Так получается, что надо Ничем не лучше будет. упросить, уговорить, отвоевать возможность, простите, чтобы условно Лондон поменял власть в Киеве. Вот за это Нет, идет война. нет, идет война за то, чтобы у Лондона больше не было возможности Киевом заниматься. Я это так вижу. Скорее всего, так. Потому что центры принятия решений, они не в Киеве. Но мы-то по определению полагаем, что они в Киеве, потому что риторически они транслируют повестку, что они власть, что они принимают какие-то решения, ведут какую-то коммуникацию. Но подлинный центр принятия решений, он не в Киеве, вот в чем дело.
И, может быть, действительно, Кремль сегодня, глядя на вот этого гопника и его ОПГ, они считают, что он наиболее эффективен, и то, что сказал, ну, в плане того, что Россия целей достигает определенных, в том числе на земле, из-за такого бесшабашного руководства нынешнего украинского. Может быть, действительно, так оно и есть, как вышел Медведев и сказал, что Зеленский будет жить ровно до тех пор, пока он столь эффективно уничтожает, так сказать, Украину. Может, это действительно вот такой взгляд. Это Ну, можно допустить. смотрите, Я не знаю, я же не являюсь Кремлем. я бы другой момент из того, что, о чем заговорил Медведев, он нам дал такую затравку. Ну, опять, 2 месяца. Тут тоже поди разбери. Ушаков говорит 2 месяца. Песков говорит, нет ультиматума двухмесячного. Зеленский говорит, есть ультиматум двухмесячный. Ну, типа 2 месяца дедлайна, чтобы уйти самим из Донбасса, иначе за эти 2 месяца Донбасс перейдет под контроль России. Это вот так это все как бы коммуницируется сейчас. Окей. Но Медведев говорит о том, что, значит, США не уйдут из НАТО, а Украина, ну, потому что это все цирк, шоу, просто это он так, получается, воспитывает европейских партнеров Трамп, да, вот этими всеми Рубио, Трамп заявлениями. А Украине нельзя теперь уже будет вступать в Евросоюз, хотя до этого мы знаем, что Кремль говорит, да вступайте, пожалуйста, будьте в Евросоюзе, в НАТО не будьте, а в Евросоюзе будьте хоть 3 раза, хоть каждый год вступайте, вы хотите, потом опять вступайте, это ваше дело. Получается, что сейчас России есть дело до членства Украины в Евросоюзе. Это нам Конечно. приоткрывает завесу таинственности, какими будут новые условия ультиматума со стороны России, о которых недавно говорил Небензя на том же Совбезе ООН. Конечно, есть, потому что Евросоюз перестал быть политикой экономическим консорциумом и стал военно-политическим. Это, во-первых. Во-вторых, в уставе ЕС тоже есть пункт про коллективную оборону. На самом деле не все об этом говорят. По аналогии с пятой статьей, даже более жесткая, там прям конкретно вписываться обязует в случае агрессии против члена ЕС, других членов ЕС военным способом. Это в уставе Евросоюза написано. То есть это не экономическая надстройка надгосударственная, это уже военная и военно-политическая надстройка полноценная. И в случае, если это будет квази-НАТО, то есть там будут страны-члены НАТО как-то окопаются, но это будет называться как-то по-другому, типа иностранного французского легиона, это будет восприниматься как угроза, особенно если это будет в рамках членства в Евросоюзе, ну, с применением того же пункта про коллективную оборону в Европе, согласно уставу Евросоюза, который на данную секунду действующий. Послушайте, ну тогда я сразу могу легко, и вы, в принципе, тоже понимаете, о чем речь, могу сразу развернуть ситуацию на Орбана, Мгм. которому там и угрожали, министра которого иностранных дел прослушивали, которому там деньги отправляли, как утверждает венгерская сторона, чтобы повалить режим на выборах, хакеры занимались, ну, короче, все как положено. И как-то Орбана никто не защищает. Более того, сейчас вот приходит новость, пока мы в эфире, что Фица и Орбан, они поговорили и, в общем, отправляют в Европейский Союз очень важный посыл. Давайте снимем запрет на использование нефти и газа из России. Ну, ситуация же такая, видите. Вот санкции снимем с России на нефть и на газ. И ждут теперь ответа от Еврокомиссии. И они-то действуют рационально. Они хотят, чтобы российская нефть и газ поступала к ним в Европу, пока вот там, да и вообще, в принципе, непонятно, когда это все в Иране закончится. Но они же изгои, получаются, в этом европейской семье народов. Изгои, которых, собственно, ну, или используют, чтобы не давать, не раскошеливаться, или, в принципе, ни во что не ставят и не воспринимают. Кофе могут пойти попить, пока проголосуют ту или иную помощь. Ну, изгои не изгои, но пока нет темы про квалифицированное большинство, а сохраняется только абсолютно ключевые решения, принимаются только общим единогласным способом.
Тому изгой, не изгой, это все, так сказать, разговоры в пользу бедных. А касательно, как это, предложения снять санкции. Ну, так российская сторона сказала, что мы дырки временным образом затыкать не будем, мы будем готовы вам поставлять что-то наше ценное, только на долгосрочной основе и только в том случае, если политическая конъюнктура не будет влиять на вот эти контракты. Это что Владимир Путин сказал прямым текстом. То есть это длинное «нет». Потому что это временное решение, как это предполагается. Он сказал, мы переориентируемся на другой рынок и будем поставлять надежным партнерам, у которых через день не меняется настроение или там по веяниям каких-то событий. Поэтому можно, конечно, разрешить кому-то покупать на рынке помидоры, но если продавец конкретно этому покупателю не захочет что-то продавать, ну, он может все что угодно хотеть, но если тебе этого не продадут и не поставят, это желание и другой стороны тоже. Они действуют таким манером, что, дескать, по умолчанию, только по их первому же желанию, данный ресурс станет доступен для покупки, для продажи. Может, и будет доступен, но через сложные цепочки поставок с гигантской наценкой, но напрямую уже было дано понять российской стороной, что до тех пор, пока не будет обеспечена преемственность вашей политики, в том числе экономической, долгосрочной, на которую политические разные пертурбации не повлияют, потому что сегодня вы говорите одно, завтра меняется обстановка, опять санкции, опять разрыв контракта и так далее. То есть долгосрочной работы там пока не предусматривается, потому что они не являются действительно надежными партнерами. Ну, они могут все что угодно хотеть, куда угодно ходить, о чем угодно договариваться, но в случае, если российская сторона не будет согласна на такую коммуникацию, да, экономическую, то могут все что угодно хотеть. Будут покупать через третьих лиц с гигантской наценкой, как это и сейчас происходит уже последние 3 года. Очень интересно. Высказался, ну, это такой известный товарищ. Помните, как он радовался, когда был взорван Северный поток? Прям картинку, потом удалил, правда, но все равно так, ой, наконец-то, ура! Этот вонючий российский газ не будет идти в Европу. Сикорский, я имею в виду, министр иностранных дел Польши. Он пришел к патриотке, хоть к сердцу прикладывай, верной Зеленскому Наталке Мосейчук. Пришел и начал, в общем-то, как бы разводить вот такую историю. Говорит, слушайте, скажу как друг, это неправда, что Украина приняла все законы для продвижения вступления в Евросоюз. У вас война, некоторые депутаты покинули страну, некоторые ушли в отставку, но законы-то не принимаются. А некоторые уже умерли даже. Некоторых убили, некоторые в Некоторых застенках, убили. да, некоторые еще где-то. Нормально. Смотрите, тут же какой-то такой странный. Вот взрослые же люди все. Взрослые. И канал там, судя по статистике моего YouTube, смотрят взрослые люди. Это же цирк. О каком, простите, тормозе на уровне законодательства идет речь, когда многие с этой войной, многие, правда, и пенсионеры, и женщины, и многие мужчины, к слову, да, многие убежали, многие там попокупали себе право выезда, посмотрели, как живет Европа, и есть с чем сравнить. Вопрос же не в том, какие законы ты примешь, а как ты жизнь организовываешь. О чем Сикорский нам поет? Это такая, знаете, такой, вот вы выразились так, длинное «нет» Путина, да? А это типа такое мягкое, ласковое, да пошли вы. Не, ну вообще так оно и есть. Он же не первый это исполняет. И его коллеги в так называемой Польше неоднократно тоже это исполняли под разными соусами. Там, начиная с, кстати, были претензии у тех же поляков касательно языковой политики, касательно истории, касательно взглядов на нацистских коллаборантов, которые полякам не симпатичны. Они находили разные способы. Потом эта польская Дуда выходила, давала интервью, как только в отставку вылезла, она сразу давала интервью касательно беспилотника, про то, как Зеля ему звонил, требовал заявить, что это российский беспилотник Не беспилотник, а С-300 ракета, что это российская ракета упала.
на самом деле. Хотя это была украинская, все это сразу поняли, какое давление оказывалось. Вот они в отставку выходят, начинают вещать пронзительную правду. И это же общий взгляд на эту ситуацию. Это во-первых. А во-вторых, сейчас поляки затеяли стройку века. Они же там делают лютый забор с инфракрасными этими всякими датчиками, чтобы ухилянты не пролезали украинские. И номинально там от разных вооруженных элементов и, в общем, ограждаются, да. А здесь я с интересом читала, что по этому поводу в сверхпатриотичных украинских пабликах народ писал в комментах: мы ж думали, мы братья, а вони заборы с датчиком руйнуют. Вот. Ну, в общем, возмущение было большое. Ну, тут дело в том, что, как мне кажется, люди не очень поняли, что поляки-то ограждаются не от Украины, а от России. И они ситуацию наблюдают в динамике, и воспринимают они это кроме вот этих европатриотов, в том числе особенно те, кто граничит с бывшей Украинской ССР, они все это воспринимают как историческую часть России. Вот в чем дело. В то, что Украина это нечто другое, от нас совершенно отдельное и принципиально иного порядка развивающееся, в это поверили только кастрюли. Все остальные по периметру в это не верили никогда, но вдалбливали им это в голову для того, чтобы проект «Антироссия» наиболее успешным образом развивался, и это привело к тому, к чему привело. Но поляки-то от русских ограждаются, не от украинцев. Потому что в перспективе они рассматривают такое положение вещей, что ситуация-то до польской границы может дойти. Вот в чем дело. А Украина этого не понимает пока. Но по поводу, ну, интересное, скажем так, умозаключение или как наблюдение. Еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить, это ситуация с украинской мобилизацией. Сейчас какой-то Украина всегда этим славилась. Там, да, обсасывают, дискуссия. Вообще политическое обсуждение в Украине всегда было таким. Ну, собственно, привело к чему? Привело к войне, да, мы это видим. Прения, вот эти баталии, страсти эти политические. Это только у нас был возможен такой успех Шустера, да, там, с его этими проектами и так далее. Но не об этом. Тема ЦК сейчас выплывает в совершенно таких красках. Ну, во-первых, там порезали, убили ТЦКшника, его сейчас в центре города сегодня во Львове хоронили. Хоронили, все там на колени перед ним. Чего стали? Ну, понимаете, одно же дело там... Вот, понимаете, разрушает вот эта обрядовость, разрушает смысл. Вот смысл. Это вот когда... Сейчас Пасха близится, у католиков она завтра, у православных через 2 недели, и тут просто я вот вижу, допустим, да, смысл. Все привыкли к паскам, ну, куличам, паски, куличи. Но как-то так, но мир же меняется, да. И у нас появляются суши Паска, или там какие-то там верхушки от Паски, ну, такие маркетинговые штуки, маркетинговые завлекухи, которые уже как бы убивают истинное предназначение и вообще смысл Пасхи. Делают его абсолютно неважным и символичным. И вот что вы становитесь на коленях? Он же на фронте не служил. И понеслась. Винница сегодня. Мужчина порезал 2 военных из ТЦК. Все подчеркивают, военный из ТЦК. Военный — это военный. Выходит там какой-то этот дикий пингвиновед, военный эксперт, говорит: поднимайте руку на военных из ТЦК. Доколе? Сколько это может продолжаться? Что вообще происходит? Значит, вот этот непосредственно там, да, человек, который напал в Виннице сегодняшнее нападение, гордо рапортуют, его уже мобилизовали, отправили в армию. Значит, сегодня, 4 апреля, в Виннице возле рынка «Сатурн», значит, военнослужащие остановили мужика, который ехал на велосипеде. В какой-то момент тот достал нож и ударил одного из сотрудников, получил решение
ранение там один там из ТЦКшников, в общем, его потом поймали и в армию запхнули. То есть, когда ты останавливаешь человека, он бьет, ты называешь себя военным, он бьет тебя ножом, ты его потом догоняешь, принуждаешь и отправляешь, чтобы он стал военным, это уровень абсурда, 100-й уровень. А, Но больше всего мне понравилось, как договорился один депутат, говорит, это все вообще российские нарративы, российские ИПСО, что женщины по ошибке попадают в украинские реестры. Это русские их взломали, женщин написали, у женщин проблемы, общество возмутилось. Вот смотрите, как они классно сорвали нам мобилизацию. Мостфильм. Да. Как это вообще, вот мы же видим, это тоже как лавинообразно происходит. К чему приведет? К тому, что будут вылавливать тех, кто не смог скрыться, либо откупиться. ТЦК – это такой заградотряд внутри, по сути, в тылу. И то, что это даже не квази, то, что это военная структура, оно дает прямой отпечаток на восприятие военных в обществе, негативное. Потому что если человек военный, то он, вероятно, может какое-то отношение иметь к ТЦК и к насильственной мобилизации. А поскольку живая сила – это одно из немногих, что еще субъектно осталось у Украины, потому что остальное – это полностью внешние дотации, внешние вливания, начиная с финансов, завершая гуманитаркой и сброей. Единственное, что есть у Украины, и чем она может управлять, это живой силой. Вот она этим и пользуется, руки загребущие. И, кстати, в плюсе верхушка чуть более чем полностью, потому что в обоих случаях хорошо. Если у человека есть чем откупиться, это классный гешефт. Это стригут бабло как не в себя. Если у человека нечем откупиться, он единица в качестве живой силы, которая на фронте необходима. То есть здесь в любом случае плюс. В любом. Поэтому эта ситуация продолжается. А организованное централизованное сопротивление этому составить без внешней помощи и без организации такого сопротивления невозможно. Пока таких акторов, которые в этом заинтересованы, нет. А И Россия? у нас нет такого ресурса на данном этапе. Потому что с учетом того, во что мы вкладывали деньги до 2022 года и в кого, так называемые пророссийские партии, и, знаете, очень обо многом говорит. То, что Виктор Володимирович Медведчук, которого поменяли на 200 нациков из Азова, в свое время в оппозиционную платформу «За життя» объединился, это зрителям напоминаю, с Сергеем Левочкиным. А кто у нас Сергей Левочкин? Сергей Левочкин у нас организатор Майдауна, который Россия так активно осуждает и правильно делает, кстати. Сергей Левочкин у нас организатор Майдана. Сергей Левочкин у нас выпустил «Тетушек» одновременно и «Беркут», а потом припер 3 камеры своего канала «Интер». Все это заснял в прямом эфире. После чего Майдан с новой силой разгорелся. Это он предал Януковича, и он эти все темы организовывал. И, кстати, Сергей Левочкин организовал встречу Зеленского с Ричардом Муром в 2019 году. Это глава МИ-6 тогда. Вот. После чего у Зеленского тоже поехала крыша, он полностью изменил свой подход к политике. Его там перепрошили именно тогда, и всеми этими вещами занимался Сергей Левочкин. И то, что у нас Россия вот с этим имела отношение, это говорит примерно обо всем. И с учетом того, что было упущено время, упущены ресурсы, и, как мне представляется, люди, которые на этом направлении занимались, они просто распиливали бабло и клали его себе в карман, предметной работой не занимались ни общественной, ни политической, ни агентурной. Все это было провально, с моей точки зрения. В противном случае не пришлось бы специальную военную операцию начинать. Вот. С учетом вот этих вот всех вводных, в принципе, ничего удивительного. Поэтому в настоящем случае у нас такого ресурса нет. Ну, погодите, был же период, Россия била по зданиям ТЦК, и украинские соцсети, причем реальные украинские, не то, что там боты, спящие иранские,
А реально они как бы радовались и по делам им говорили, потому что людоловство это сейчас ну, такое ожесточенное, что здесь, ну, короче, фильм ужасов, он, в общем, страшнее и страшнее становится. Тогда было тоже страшно, тогда были тоже смерти, тогда были тоже людоловы, но сейчас, ну, тогда же это можно было все как-то военные усилия применить. А это быстро свернули, эту кампанию, очень быстро свернули по каким-то таким непонятным соображениям, как бы показали по мобилизации вот такой, которая против украинского народа, Россия не бьет, значит, не хочет Россия союзника в лице украинского народа. Вообще, а кто тогда союзник украинского народа? Но это же один из элементов. Одни только удары по ТЦК, даже если они будут иметь сверхмассовый характер, они не станут предпосылкой для того, чтобы украинский народ стал союзником российского народа. Здесь нужна масштабная когнитивная операция, причем самая эффективная в настоящем случае, это если на 95% это будет полностью правдивые тезисы, но кто это будет продвигать? И кто это будет централизованным образом все организовывать? Ресурсов таких нет, в первую очередь информационных таких ресурсов. И, кстати, еще момент. Вот то, что Так телегу у нас... давайте телегу заблокируем, да. Да, вот роскошное решение в кавычках, да, потому что это один, наверное, единственный еще более или менее был эффективный метод вещания на внешний контур, да, и у нас даже крупные такие телеведущие, радиоведущие, вот как Владимир Рудольфович, тот же Соловьев, все в эфире говорил именно об этом, о том, что у нас у них гигантская аудитория за границей, и как нам, дескать, продолжать вот на эту аудиторию вещать свои смыслы. Это был один раз сказано, потом об этом разговор прекратился. Там потом поменялась тональность в отношении телеги. Но сам факт. Да, но тем не меньше, поскольку у нас все ключевые, все те же, кто был в Телеграм, там и остались, наверное, они считают, что это эффективная история, на внешний контур надо продолжать вещать, но пробовать заблочить внутренний. Вот. Вот и вся история. Ну, нету такого ресурса, потому что в противном случае, как мне представляется, если бы в политическом смысле была организована наилучшим образом работа на территории Украины, и работали бы не с Медведчуком, а с кем-то нормальным, у которого есть некоторые иные интересы, кроме личного обогащения, это мое оценочное суждение, наверное, не было бы специальной военной операции. Она бы просто не понадобилась. Вот вся история. Слушайте, ну получается, что Сладков таки прав, когда говорит, ну а что, у нас нет таких ресурсов, как у Америки. Нет, нет, то, что Ну, вот вы говорите, нет Америка... ресурсов, например, там сорвать мобилизацию. Нет, я не говорю, что его нет. Я говорю о том, что даже если удары, вы как говорили, что Россия не хочет союзника Да, себе в лице украинского да. народа. А мой тезис такой, что даже если удары по ТЦК, на что, вероятно, есть ресурс, на это, я не говорила, что конкретно на это нет ресурса, будут носить массовый системный характер, это не станет категорической причиной, которая из врага российской армии украинский народ станет другом российской армии. Нет, так не будет. Здесь нужна, на чего нет ресурсов, как мне представляется, централизованная работа по организации сопротивления, в принципе, не просто нынешнему украинскому режиму, а всей той идеологии, на базе которой он Нет, строился, смотрите, которая тут суть полностью как бы против России. здесь, Вот такая история. вот, понимаете, в чем дело? Пока вот это вот все будут искать вот этот ключик, или как антидот, или вакцину, ну, или как угодно, противоядие, да, можно назвать, то, что как бы, и то, что вы сейчас сформулировали, против того, чтобы Украина не стала антироссией, это все Так она ей уже пшик. стала, в Во-первых, общем потому дело. что уже стало, а Да, во-вторых, пшик, давно. потому что не с того надо начинать.
Сейчас украинский народ в заложниках у этих людоловов, тетушек, каких-то непонятных бандюков, потому что об этом уже открыто говорят и депутаты в эфирах украинского же телевидения. Там, правда, порошенковцы, ну ничего страшного, они тоже как бы люди. То есть об этом открыто пишут. Порошенко тоже люди. Понимаете, они открыто это говорят. Бандюки со спортзала переодеваются в военную форму и ездят, крепят лохов, засовывают их в бус. И когда российская сторона будет говорить, вот мы, так они побили недельку по этим ТЦК, шухеру навели и дальше в норку. То есть они не берут эту работу. Почему? Потому что, ну что это какая-то мелочь? Так с этого начинается. Когда украинский народ посмотрит, что их защищают от вот этих негодяев, от вот этих, которых обеливают вот эти провладные лизоблюды, которые там выцеловывают в мягкие ткани Зеленского, обеливают, говорят, это военные, не поднимай руку на военного. Это означает, перевожу, терпи, твою мать или твою жену задули газом, пхнули ногой в живот, тебя засунули, а ты терпи. И когда сюда включается российская сторона, вы же видели эту неделю ударов по ТЦК, по зданиям, какой был резонанс. А потом это все слили, прикрываясь, нет, нам нужно что-то глобальное, нам нужно что-то земное. Ситуация, вот это, кстати, очень хороший у нас сегодня с вами разговор, потому что на примере Ирана, и вот мы на это и вышли, есть земная составляющая, а есть вот это вот медийная, картинная, понимаете, вот это вот все, лайки, репосты, соцсети. Так, друзья, спасибо большое за то, что досмотрели наш эфир до этого момента. Поставьте лайк, не забудьте репост. Картинно, воздушно, неземной лайк свой поставьте. Итоги нашего опроса. Кто капитулирует раньше? 6% Россия, 7% Иран, 40% США, Украина 48%. Согласны с аудиторией, Полина? Ну, согласна, наверное. Только здесь мы не обговорили, что суть капитуляция, да? Потому что капитуляция это вообще по классике. Это задокументированный проигрыш в войне, когда он подписан, да? Вот как у нас было в 1945 году безоговорочная капитуляция. Да? Или можно еще так назвать капитуляцию, некоторый мирный договор, в котором одна из сторон несет серьезные потери, там, территориальные, еще какие-то внешние ограничения получает. Ну, как немцы по Версальско-Вашингтонской системе в Первую мировую. Фактически можно сказать, что это тоже была капитуляция. На базе чего Гитлер на реваншистских настроениях и пришел к власти. Вот это капитуляция. Будет ли капитуляция номинальная, вот прям чтобы Украина села и подписала, и там будет документ с надписью «капитуляция», не знаю. По форме, может, и нет. По сути, так или иначе, если взглядеть на ту динамику, которая сейчас медленно, но неизбежно происходит, наверное, да. А США, ну, я далека от мысли, что Штаты тоже возьмут некоторый документ, подготовленный там КСИРом или Аятолами, или, в принципе, как иранской стороной, как государством, где будет написано на вязи капитуляция, и они взяли это и подписали. Что суть капитуляция? А то, что они оттуда будут вынуждены уйти и уже постепенно сокращают там свое присутствие, хотя бы военное, это вообще ключевое на самом деле, да? И то, что все посмотрели примерно весь мир на то, что и в первую очередь монархии залива, что присутствие американской номенклатуры военной на их территории это не фактор защиты, а фактор риска, и с соответствующими выводами это уже происходит. Можно, для некоторых, в принципе, американцы уже только этим фактом капитулировали. В тот момент, когда режим Ирана не пал, а Иран продолжает наносить чувствительные удары по союзникам Соединенных Штатов, по их прокси и по Израилю в том числе. Тоже можно... То есть здесь, понимаете, мы же не определились, что значит капитуляция, поэтому
Ну да, для кого-то и капитуляция по сути будет без бумажки, ты букашка. Ну, в общем, понятно, о чем вы говорите. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Друзья, пишите, пожалуйста, в чате трансляции и сообщества подключим. Мгм. Вот такие вопросы. Значит, Алексей несколько задает вопросов. Вопрос номер один. Неужели Россия действительно продолжает покупать кильку и молочку в Прибалтике и гнать алкоголь через Литву? И вопрос номер два. Борьба с видеомагнитофонами в начале 80-х привела к открытию видеосалонов. Не приведет ли гонение на телегу к худшим последствиям? С уважением, Алексей. Ну, первый вопрос, я не знаю, у меня нет данных по поводу импорта данной продукции к нам. Но не удивлюсь, что это может иметь место, но это уровень локального частного бизнеса, как мне представляется. То есть контора А, контора А импортирует товар Б, из этого контора С получает прибыль Д. Вот в такой модели может быть, но я не думаю, что это на государственном уровне, там через третьих лиц, тем более, ну мы-то присутствуем в Балтийском регионе, присутствуем. Значит, там какие-то экономические сношения происходят там, на горизонтальном уровне. Это я не могу исключать, но у меня просто этих данных нет. Это первое. Второе, по поводу последствий, также привели к негативным последствиям. Негативные последствия – это раз недовольство общества, два для государства негативное последствие – это то, что государство само учит людей обходить собственные ограничения. Лучше не создавать ограничения и не повышать стоимость того, что ты считаешь вредным, да, лучше как-то по-другому действовать. А таким манером вот эта телега, которая была, как говорится, сделай, как изменить жизнь человека, сделай ему хуже, потом как было, и живи на разницу. Может быть, они из этого, кстати, решат исходить, и я не знаю. Такое тоже может быть. Но последствия негативные уже есть. Для людей это банально, ну, неудобно. Плюс, мне кажется, гораздо более чувствительная, хреновая штука – это то, что у нас Минцифры, кажется, они постановили запретить возможность оплаты сервисов Apple за счет мобильного телефона, а это был единственный способ оплаты всю дорогу во время СВО, потому что из-за западных санкций потому что карточку больше нельзя привязать, иного способа оплаты теперь не найти. Пользователи Apple, в числе которых и я тоже, уже на протяжении 13 лет, я активный пользователь Apple, конечно, у меня есть оплаченные продукты. А какой у меня выход в данном случае у таких, как я? Что, мы перестанем оплачивать свои покупки? Нет, мы будем искать способы, как эту ситуацию обойти. И эти способы есть. Подсуетятся сейчас страны СНГ, уже начали это делать, открывают возможность для нерезидентов оформлять банковские продукты, там MasterCard какой-нибудь виртуальный. И вместо того, чтобы российские банки получали и российские мобильные операторы в виде комиссии получали прибыль с того, что люди оплачивают некоторые услуги того же Apple, будут получать узбеки и казахи, и белорусы. Да. Вот чего они добились. Вопрос от Петра. Почему медики говорят, что болячку нужно вырезать как можно скорее, как бы больно ни было бы, а Кремль действует прямо противоположным образом? Может, потому что они не медики, и у Не них другой медики. взгляд на эту ситуацию. Я не Другое. знаю, я ж не Кремль. Другое слово, да. Значит, Дмитрий, есть старый анекдот. Послала высокоразвитая цивилизация свою миссию на 5 циклов для всестороннего развития аборигенов. По истечению срока призвали посланника и спрашивают, ну что, развил? Первые 2 цикла все шло хорошо, а потом у меня закончились деньги. Вопрос, у кого деньги закончатся быстрее? У гуманоидов или у нас? Угу. Не знаю, смотря про какой источник средств речь.
Ну вот НАСА, она снаряжает миссии на на поиск инопланетных сущностей. Может, они на этот вопрос смогут ответить предметно. У нас вроде Роскосмос пока этим не занимается, хотя, может, мы чего-то не знаем. Этого тоже нельзя исключать. Мгм. Так, Полина, скажите, пользователь обращается к вам, а как же это так? Вдруг соседи полицаями стали, а родные врагами? Объясните. Соседи полицаями это кто? Вы про Украину вопрос? Я просто не очень поняла. Ну, А родные врагами? да, Это... я так понимаю, что мы же Ну, Украину с вами обсуждали, не не, ну, Армению, ну как... например. Не, ну в данном случае это гражданская война, а гражданские и религиозные войны, а здесь оба два фактора, кстати, уже схлестнулись, это самые ожесточенные войны всегда всю дорогу. Потому что, знаете почему, я сейчас объясню, на семейной модели. Нам гораздо легче и одновременно гораздо болезненнее поссориться со своим близким родственником, потому что нам не безразлично, что он о нас думает, и он нам не безразличен, и он нам большую боль причиняет по умолчанию в случае, если как-то не очень хорошо себя ведет. А на дядю Васю из соседнего подъезда, который нам никем не приходится, ну, скажет он какое-то дурное слово, но мы из-за этого сильно сокрушаться не будем, потому что он для нас большого значения не имеет. На таком примере, на такой метафоре можно ответить на вопрос, почему а, противостояние гражданского характера, а это как модель семьи, так или иначе, они наиболее ожесточенные, потому что больше боли приносят эти разногласия внутри одной общности семейной, можно сказать. Так, чат трансляции давайте подключим. Почему не предлагают украинским военным переходить на другую сторону, отправлять на Дальний Восток с правом работы? Там и жизни, а наоборот берут в плен и судят. Ведь Почему? они же бутифицированы, не по своей воле. Предлагают. У нас регулярно и объявления, у нас ребят на фронте предлагают, ну, сначала предлагают, конечно, сдаться, и у нас есть несколько подразделений, которые конкретно на нашу сторону перешли, которые бывшие ВСУшники воюют на стороне России. Это происходит. И другой вопрос, что несколько тяжело сдаться таким манером, чтобы тебя свои же не хлопнули, да, потому что те, кто переходит там на другую сторону, те БПЛА вычисляют и скидывают какую-нибудь гранату на голову. Сколько таких случаев было? Есть это и есть. Так и у нас этот ублюдок, террорист, экстремист Капустин, это сволочь. Вот Смотрели его у обратный Дудя? пример. Есть у, Я не есть у вас выдержала. четыре Я, или 5 часов там, сколько это длилось? я даже на X2 это не выдержала, честно вам скажу. Ну там-то все понятно, с этим выродком все понятно изначально. Теперь все окончательно понятно с Дудем. В данном случае это интервью не про Капустина, а про Дудя. Почему? То, что он такого кадра в столь комплиментарном ключе берет к себе на разговор. Это отражение Дудя, это не отражение Капустина непосредственно. С Капустиным давно все ясно. Он ничего нового не сказал, по большому счету. То, что он конченый, об этом примерно все знали. А вот то, как Дудь Ну, с ним смотрите. себя ведет, это другой разговор уже. А А, я очень хорошо помню, потому что я с этим кадром давно знакома. Мы с ним на одном спортивном канале работали, федеральном. «Россия-2» назывался, на Шаполовке. Сидели в одной редакции, и ничего его не колупало. И он уже начинал тогда вести свой канал. Вот у него Вася был первый гость, ну, Баста, Василий Михайлович. И тогда он уже начал вот эту всю повесточку отчасти на госденьги, отчасти на деньги своего начальничка тогдашнего со Спортс.ру, это Возмогара Дима Навош, который белорус, тоже предатель, кстати, как выяснилось. Вот, эта вся кодла, она себя вот обнажает с каждым разом, с каждым своим новым действием, все более явственно. Вот и все. Поэтому это интервью не про Капустина, а про Дудя. Это тот случай, когда тут сам материал говорит о его авторе, а не о том человеке, который туда был приглашен. Вот и вся история.
Ну, не знаю, я считаю, что надо всех приглашать. Ну, то есть, Так Дудь бы, совершенно... ну, сколько? Дудь всех не приглашает, в том-то и дело. Вот он, вы обратите внимание, как он, сколько? Сплошь русофобы, какие-то Ну, маргиналы, подождите, ну, стойте, ну, иноагенты. подождите. Нет, сейчас смотрите, Птаха, смотрите. Кучера Секундочку. в притчево-язычиях. Ну, почему вы так? За все, смотрите, сейчас я объясню. За все вот эти уже 5-й год пошел, да? Сколько он человек пригласил, люди, которые не просто стоят на позиции России, а которые Дудю напихали полную авоську. Вот у меня товарищ очень близкий, мой давний Стас, и как просто, Стас Васильев. Хочет напихать Дудю? Так он его вынесет в одну калитку этого Дудя. Поэтому Дудь прекрасно это знает, что он будет пойман за руку как дешевка, переигран и уничтожен чуть более чем полностью. Поэтому он его не зовет. Он его именно по этой причине не зовет. И таких людей очень много. А Птаха, кстати, молодец, он достойно, кстати, выглядел вот в той ситуации А, более чем. Вот щ- Дудь-то всех не зовет. И как он даже называет? Человек, поддерживающий Путина. Он даже фамилию человека может не написать у себя в заголовке в материале. За вот этих маргиналов, которые там 9 часов перечислят фамилии все, которые уехали, страна не заметила. Я вообще не знала, кто это. Но Мгм. он с этими людьми на 9 часов какую-то А, херь записывает. Значит, Вот и вся история. ну, напишите в комментариях, понравилось мне, не понравилось пятичасовое, как это, White Rex или как там у него. Ну, вот Ой, это этот кошмар. недоубитый, или как, спецоперация была, Один, помните? один в Бухаресте. Кто это? Второй еще какой-то маргинал. Где он их берет? У меня такое ощущение, что вот он прям по объявлению, потому что, ну, это надо было, конечно, постараться. Ну, это полный дебилизм. А вот А, того, кто ему отпор даст, он никогда в жизни у этого человека интервью не возьмет. Значит, пользователь «Щучьи щечки». С какой целью общалась Полина с Монтян, тоже террористкой и экстремисткой? Так мы с Татьяной Миколаевной примерно все публичные люди в России очень хорошо и давно знакомы. Это во-первых. Во-вторых, в смысле, с какой целью? Мгм. Знакомы много лет. Так и Владимир Рудольфович Соловьев очень много лет знает Татьяну Николаевну, и было время, когда даже ее репостил у себя на канале. И таких людей очень много. Лина Востроилова, вопрос, почему капитуляция плохая или хороша для Украины? Для Украины хороша, потому что для самой Украины будет полезно похоронить вот этот бандеровский режим, который ее убивает в первую очередь изнутри. Если исходить из интересов Украины, капитулирует не Украина, а бандеровский режим, который ей же и вредит. Мгм. Поэтому это выгодно в данном случае. А, Полина, Россия воюет, но строит мосты и заводы. Темпы мало видны. Скажите, когда станет ощутимо для россиян? 10-15 или больше лет? Спасибо. Ощутимо что? Не очень поняла. А, Ну, я так понимаю, что война? Так уже ощутимо. И чем ближе к границе, тем больше ощутимо. По-разному, постоянно прилетает. И даже уже не туда, где близко к границе. Что, Война-то совершенствуется, и враги тоже совершенствуются. что Это случится, неизбежно. что случится, если Россия грохнет военный завод где-нибудь в Европе? Дроном. Не знаю. Можно попросить хуситов проверить на прочность, посмотреть, что случится. А почему хуситов? Ну, у них есть гиперзвук, и дроны у них есть. Нет, А погодите. не знаю откуда. Знаете, Саш, ну, понятное дело, что наши пока на такой впрямую не пойдут. На такую ситуацию. Ну, не пойдут. Сами ж выходят, говорят, мы не такие. Мгм. Так, тут пользователь Архиповна говорит, а что тогда принуждение студентов записываться в отряды беспилотников, как непринудительная мобилизация?
Тоже эту тему, кстати, поднимали недавно, о том, что студентов вузов в дроноводы, ну, в общем, агитируют вступать. Я это не могу сейчас прокомментировать, потому что у меня нет этих данных, я про это ничего не знаю. Мне надо об этом почитать, потому что, может, здесь уже пресуппозиция заключается вот в этом предложении, что идет принуждение. А как определяется принуждение это или это принуждением не является, на базе каких данных и какие там условия? Я же этого не знаю, поэтому не могу сказать Мгм. ничего по этому поводу. Так, ну вот пишет. Благодарю, Александр, Полина. Хочется нормальной полноценной жизни. Мужчины Украины давно живут в подполье. Пишет Так у так. меня целая куча знакомых людей, которые либо были босифицированы совершенно случайно, выйдя за хлебом просто, либо сидят дома уже 3 года, ховаются в буквальном смысле. И не потому, что они не боятся или не боятся там умереть, ну это в том числе поэтому, а потому что им это не созвучно воевать за этот режим и воевать за те идеи, которые им не созвучны. Да, Это друзья, главная причина. всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем прямом эфире. 1,5 часа, суббота, день. Полина, спасибо, что нашли это время и поделились своими мыслями. Спасибо, Александр. Спасибо, зрители. Ставьте лайк, потому что YouTube лютует. И подписывайтесь на нас на всех. Ссылки в описании. Берегите себя, это сейчас самое главное.